Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня 2 колоды. Колода Таро ангелов или поддержки ангелов и колода 78 дверей. И обе эти колоды подают значение карт с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте мы будем добрее к самим себе. Допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И всегда оставлять, как какой-то маневр возможный. Потому что что-то у нас идет альтернативным вариантом, а не так, как мы предполагали. И если мы где-то это допускаем, наша позиция только сильнее от этого становится. Вот давайте узнаем, что нам покажут карты на август месяц, как они видят. И для тех, кому интересно сверить свое расписание, ваши планы с расписанием звезд, я приглашаю на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео на сайт и события до конца 2024 года. Кстати, гороскоп на август я опубликую тоже, но чуть позже. И вы также именно планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. И статья «События до конца 2024 года» – это тоже планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. Итак, зададим такие вопросы. Я немножко расширила набор вопросов, но первые 2 традиционные. Что придет? Что нового? Или чем придется заниматься, как видят карты, в течение августа месяца? А что уйдет? Может быть, это вопрос, который вы сумеете решить, окончательно в чем-то поставив точку. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? А в колоде 78 дверей принципиальное значение имеют двери. Открытые они или закрытые? И каков ключ? Или что нужно сделать для того, чтобы дверь открылась? Итак, 3 главных события. Первое событие для вас на август. Второе событие. И третье. Что же придет? Вообще мечевая карта или это воздух. Рыцарь воздуха, вот так он выглядит. И это у нас так транслирует нам интеллект, дальше мотивация какая-то. И, скорее всего, вы готовы будете отказаться от того, что не жизнеспособно. Проанализируете, видимо, какую-то либо сферу жизни, либо у кого-то отношения, может быть, предложение. Здесь мы реалисты, но все это делается с позиции, чтобы себе не помешать. Увидеть новые грани сотрудничества и вообще карта, когда говорит о том, что мы верим своим глазам, вот буквально так. Нам могли что-то обещать, или мы могли сами в чем-то заблуждаться, или, может быть, и витать в облаках, почему нет. А здесь, как реальность, она приходит с особым пониманием в нашу жизнь. Где-то это может свидетельствовать о том, что вы получите какую-то информацию, может быть, документ. Новости какие-то приходят и переориентируют, заставляют быть реалистом. И самому ваша позиция, видимо, она будет исходить из того, у каждого ведь своя какая-то сейчас задача. Или каждый из вас находится в своей обстановке. И значит, все то, что будет касаться вас самих, или вашего продвижения, вашей работы, может быть и место жительства у кого-то, когда нужно что-то сделать очень хорошо и именно реально, не надеясь на авось, не надеясь на помощь чью-то. По этой карте мы, кстати, можем столкнуться, пусть не в этой колоде, в других колодах. Нам иногда говорят о людях, которые нам пытаются что-то доказать. Могут быть и у вас такие посылы, мои дорогие водолеи. Я хочу всем доказать, или я хочу настоять на своем. Но все же в этой колоде, как я уже говорила, она с позиции позитивной психологии, знаете, вот, видимо, понимание, что не все от нас зависит как раз. Но есть наши желания, есть наши мечты или какие-то цели, и нам приходится искать новые методы взаимосвязи или новые виды отношений. Вот что-то сделать совершенно не так,
как это было прежде. Что же уйдет? Это у нас так выглядит карта баланса, 14-й аркан, или мы называем в других колодах аркан умеренности. И желание находить компромиссы. Вам действительно может захотеться кому-то что-то доказать. Может быть, такие энергии для вас могут проигрываться на август, когда, ну, более резкими вы будете или можете, скажем, быть. И карта нам говорит, нет, ты тут все-таки самоконтроль, вот этот момент ты не теряй. Вам придется действительно что-то, может быть, или приходилось, ведь это проигрывающая как бы сила. И значит, вы можете, к примеру, с кем-то договориться или какое-то соглашение, прийти к какому-то соглашению. Что-то вы можете исправить, чтобы в последующем продолжать что-то совершенно в других энергиях. Может быть, есть еще в период августа вот этот самый баланс, или когда это вы балансируете, пытаетесь соединить одно и другое, или пытаетесь для самих себя решить какой-то вопрос. И пока вы не определились, вам и приходится быть, ну, где-то и вашим, и нашим. Но это уходит, и поэтому, повторюсь, вы с чем-то определитесь очень важным. Но по мечам или по воздуху не случайно интеллект. Это могут быть вопросы работы и заработка, у кого-то так. Безусловно, может быть и вопросы отношений. Но, знаете, вы... Положительный момент тот, что нет никаких иллюзий. Вот какая-то, может быть, и жестковатая правда. Или мы еще могли на начало года, предположим, или пару месяцев тому назад, у нас могли какие отношения развиваться, у нас могли быть какие-то плюсы с такими, ну, обещаниями, может быть, о том, что мы займем новую должность, или что-то тоже было, выглядело, по крайней мере, как вдохновение, может быть. А здесь нет, вот какая-то реальность на первом месте. Что будет продолжаться? И третья карта, вот продолжение, опять же, того, что я только что сказала, семерка воздуха. В остальных колодах называют карту вора, вот эту, хотя нигде не прописано. Но у нас, обратите внимание, нам показан ангел, который стоит за спиной мальчика. А девочка вот так клубочком свернулась на скамеечке. Явно на лицо был какой-то спор. И вот, возможно, эти дети дружили. Но девочка ему доверяла явно больше, чем того следовало. У мальчика по какой-то причине больше яблок. У девочки в корзинке всего 2, а у него аж 5. И, видимо, он где-то смолодушничал и поддался тому, что забрал себе больше. И в результате девочка отвернулась и решила, что нет, я лучше буду одна, но ты мне не друг. И вот прошло время, да, девочка уже, видимо, сидела, уже заснула, расстроенная, а мальчику плохо. И он возвращается, он готов вернуть, отдать все эти яблоки, лишь бы получить обратно расположение своей подруги. Чем это закончится, нам, понятно, не говорят, но вы что-то можете кардинально здесь пересмотреть. Так и в отношении к вам какой-то человек может изменить свое мнение. Могут люди какие-то возвращаться, которые вас прежде обидели. Или какая-то ситуация может о себе напоминать. Может быть, вы еще не расставили все точки над «и» в ваших отношениях. Но все же карта нам говорит, мы не превращаемся в мечтателя. Есть какая-то конкретика. И если у нас 14-й аркан выпадает то, что уходит, есть как минимум один человек, с кем вам, возможно, не то что договариваться, кого вы видеть не захотите. Я допускаю, что это не для всех, но есть какое-то разочарование. Может быть, было прежде доверие с вашей стороны, а потом себя человек повел как-то некрасиво. И поэтому и решение у кого-то может быть, нет, лучше я один, чем вместе с кем попало, да, как слова Амара Хаяма. Так вот, какая-то подобная история у вас может быть. У кого-то в личной жизни, у кого-то по работе. Что-то и еще как будто из прошлого вам напоминает. Или вам нужно определиться в дальнейшем, какова будет тактика именно в отношении людей вообще. В отношении вашего социума. Так тоже может быть.
Хорошо, давайте. Чем же не соблазняться, мне интересно. А вот как раз этим балансом и не соблазняться. Посмотрите, как интересно. Не пытаться быть всем хорошим. Не пытаться где-то усидеть на двух стульях одновременно. Девочка сама выбрала такой путь. Она идет по тонкой жердочке. Она не может упасть ни вправо, ни влево. Одно лишнее движение, и она не удержится. Есть какая-то игра, вам не захочется участвовать в чужой игре. Но я могу предположить, что вам не захочется и самим какую-то игру, как начинать заново. Может быть, это действительно будет касаться отношений конкретного человека, который вас разочаровал по тем или иным причинам. И если вот нам сказали, баланс уходит, а он не просто уходит, а вы сами можете так сказать, больше этого не будет. Больше я не хочу обманываться. Сейчас для меня будут одни какие-то приоритеты. И знаете, мои дорогие водолеи, для кого-то из вас полутона могут исчезнуть, словно есть в жизни черное и белое. Вот такой период августа у кого-то может быть именно из-за того, что какие-то договоренности не соблюдены. Или кто-то, может быть, вас в прошлом, не обязательно в августе, может быть, у кого-то это в конце июля произошло, может быть и раньше. Но как озарение или, мои дорогие, прозрение наступает в августе. И не просто прозрение по какой-то конкретной ситуации, а отношение группы людей или конкретного человека к вам, кому вы, скорее всего, именно доверяли. На что соглашаться? И все же король огня выпадает. Это тот, который харизматичный лидер. Это может быть какие-то предложения новые совершенно. По этой карте какие-то свежие решения. По этой, безусловно, карте, когда мы какой-то свой проект продвигаем, развиваем свое личное творчество. Может быть, и в контакте с каким-то еще другим человеком. Может быть, какая-то новая тема вас заинтересует. Вот все то, что связано с новизной, вот вам это не следует упускать. Потому что как будто карта говорит, на что ты должен соглашаться. И где-то есть такой момент, когда мы надеемся сами на себя и понимаем, что у нас достаточно сильная позиция. Это вы можете быть в таких энергиях, когда вам хочется уйти от каких-то разочарований. Причем так, знаете, когда... Но как будто не просто закрыть двери в прошлое, а вот хлопнуть этими воротами, чтобы гром пошел по окрестностям. Вот с учетом этих 4 карт может быть какая-то ситуация. Я так предполагаю, может быть, это какой-то нюанс, мои дорогие. Но странно, 4 карты вам выпали одна другую, продолжая. Чего опасаться? Вам придется делать выбор. И, видимо, выбор должен быть у вас продуманный. Он не должен быть у вас на волне эмоций. Вот если с самого начала нам показали хладнокровие, интеллект, и тут не столько, знаете, как все разрушить, сломать и начать строить заново, а действительно выбор какой-то есть. Но он должен отталкиваться от того, что вы можете изменить. Что вы можете, мои дорогие водолеи, подкорректировать. Выбор может стоять очень серьезный. Если это в отношениях, будет прощение или нет. Мы ведь не знаем, правда? Вот что будет продолжаться. Карта нам сказала. Видимо, скорее всего, девочка проснется, и мальчик, он уже раз подошел, он уже готов к диалогу. Может быть, и с вами будут готовы к диалогу какому-то. Но то, что вам предлагают, вы можете не соглашаться. И выбор делаете вы сами. И здесь нет общего знаменателя, ни одна карта нам об этом не говорит. Одно только нам говорит, что будь аккуратен, ты не можешь следовать той же самой дорогой. Поэтому есть какая-то реальность от начала до конца. Собственно, с этой карты у нас похожие карты, похожая энергетика. Начался наш расклад, и вот в итоге какой-то выбор, который вам придется делать. Первое главное событие. Ну, может быть, вот такой анализ проб и ошибок или какого-то пройденного пути совершенно вам необходим для популярности. У вас какие-то энергии меняются. Карта колесницы – это карта, которая обещает успех,
И эта карта, когда вы в центре внимания, мои дорогие. Кто-то в центре внимания по работе, кто-то в центре внимания, ну, может быть, за счет вашего ремесла, за счет вашей экспертности, а может быть и правда, вы человек публичный, кто меня сейчас смотрит. И тогда к вам будет приковано это самое внимание. И люди будут разные. Кто-то будет льстить, кому-то вы можете не нравиться, кто-то может совершенно противоположные какие-то энергии такие выражать. И вы знаете, вы не должны на это реагировать. По карте колесницы тут действительно вы прощаетесь с прошлым. Но карта советует встречать все новое, что приходит на твой порог. Поэтому где-то вот этот элемент новизны, как по королю огня, нам сказали, что новые какие-то идеи, новые планы. И я вполне могу предположить новые люди. Давайте мы немножко поясним карту колесница. Переворачивается тройка кубков, и какой-то праздник у вас точно будет. Так вот, мы проясним. Я достану первую карту. Чем дело кончится? У кого-то конкретно поездка, переезд, может быть, переезд далеко. И знаете, когда выпадает колесница, лучше не оставлять что-то на потом. Вот есть те вопросы, главное событие, которые вы будете видеть, что да, может быть, и захочется где-то так спустить на тормоза. Но нельзя, иначе вы можете потерять время. Так чем дело кончится? У каждого по-своему. У кого-то банально смена автомобиля. И еще одна тройка, но в данном случае тройка пентаклей, когда вы сдаете жизненный экзамен. Или для кого-то буквально, мои дорогие водолеи, вы поступаете учиться, вы тоже сдаете экзамен. Вы знаете, любой экзамен, хоть жизненный, хоть самый натуральный, или вы закончили курсы, вы успешно сдадите этот экзамен. Карта колесница, как я сказала, есть в каком-то вопросе успех. Но если мы говорим про тройку пентаклей, это еще знание. Человек, вот колода, мы сказали в самом начале принципиальное значение двери. Так вот в колеснице нет дверей, само пространство и вы. По сути дела, вы сами открываете путь новым возможностям. Ваша личность сейчас в моменте перехода. А здесь нам показан человек, профессионал, но это, видимо, у него такой ремесленный экзамен. Он делает двери, и он повышает свой профессионализм. Он какие-то дополнительные знания приобретает. И нам показано, что он какую-то другую несколько делает дверь. Значит, каким-то другим методом или другим способом. И карта нам о чем говорит? Что новые знания ты в последующем переложишь на практику. Кто-то из вас может искать дополнительные источники дохода. Кто-то вторую работу или основную работу желая поменять. Кто-то захочет делать карьеру. Это всегда карта обещает прогресс и говорит о вашей сильной позиции. Чем сердце успокоится? По королеве кубков здесь нет ни дверей, как мы видим, но есть образ королевы. Опять же, образ. Это карта, когда нам говорят, нет никакой конкретики. Есть только наши надежды, есть наши мечты и ожидания. Сердце, видимо, не успокоится, что-то будет продолжаться. В точку вы в этом не поставите, и вам нужно будет свой потенциал как бы наращивать, увеличивать у кого-то знания, для кого-то это, ну, где-то удерживать как и сегодняшние позиции, так и на прогресс работать, что-то вам придется продолжать. Может быть, мои дорогие водолеи, несмотря на какой-то фурор даже, у кого-то ведь и так проиграется, все же мы разные. Если у вас творчество собственное, или вы как раз очень вдохновленный человек, вы творите что-то, тут можно создать что-то удивительно прекрасное и получить вот признание общественности. И такое тоже может быть. Но не успокаиваемся, а что-то продолжаем и как будто адаптируем, организовываем к той ситуации, которая у нас складывается. И сердце в реальности, оно не может успокоиться, потому что, повторяет карта рядом тройка пентаклей, нужно быть реалистом. Но, видимо, помечтать захочется, как я сказала, этот образ. Но в реальной жизни еще пока что-то нужно продолжать. Не замечтаться. И у нас идет карта отшельника. Посмотрите, у вас второй старший аркан. И это когда мы надеемся сами на себя. И это карта духовности, карта духовного лидера, философа, который вот у нас показан двери, да. Если мы говорим, дверей как таковых нет, но есть соблазны. Соблазны, и
Нашему отшельнику предлагают какие-то яства восхитительные, а он говорит: нет, я иду своей дорогой, у меня сейчас своя задача. Вас буквально кто-то может отвлекать, сбивать с пути истинного, или как-то обстановка так складывается, но все же это карта ценностей. Потому что отшельник идет, как я уже сказала, своим путем, и его невозможно купить. Невозможно купить на лесть, его невозможно уговорить на что-то. Он не будет где-то и вашим, и нашим. Вот она, проигрывающая сила, которая вам и не помогает, и то, что уходит. А потому что он поставит свои приоритеты и будет где-то действовать так, как он считает нужным. Но это, повторюсь, духовность. Если мы говорим, есть цена, а есть ценности. И у кого-то из вас, мои дорогие, выбор будет вот по двойке, воздуху как раз таков, что вы не можете идти в каком-то прежнем фарватере. Он заканчивается. И вам нужно выбирать как жизненный путь. Или, может быть, это будет касаться отношений, или это может также и касаться работы. Но, вы знаете, вам никто не мешает. Когда отшельник выпадает, я люблю за это карту. И, значит, какой-то, если как путь вы себе установите, или создадите, может быть, тезис-план, или насколько вы готовы глубоко пойти в каком-то конкретном деле, насколько у вас хватит терпения, мужества, что-то продолжать. То есть перед тем, как принимать вот этот или делать этот выбор, нужно самого себя честно спросить, а как долго я смогу продержаться? А смогу ли я этот путь проделать в одиночку? А смогу ли я себе в чем-то отказать? Ведь это дервиш. И для него материальное отнюдь не является ориентиром. Давайте мы спросим, чем дело кончится. Туз жезлов. Вы останетесь на своей волне, это точно. У нас маг и волшебник в этой колоде идет. И двери закрытые. Но сейчас этот маг и волшебник взмахом рук откроет эту потайную дверь. Не для вас закрытых дверей, мои дорогие водолеи. Вы сумеете открыть действительно самые сложные какие-то, не только двери, но какие-то задачи, гордиевые узлы распутать. Вот так вот пассами рук. Или вашей абсолютной убежденностью. Но не материализм, вот как главное событие, а именно какие-то ценности для вас, мои дорогие водолеи. Обратите внимание, босиком нам маг показан. И здесь тоже человек, отшельник, босиком. То есть есть что-то более возвышенное. То, что не попадает в разряд какой-то цены. То, что деньгами не может быть измерено. Вот какая-то такая данность. У кого-то это может касаться любви, отношений, а у кого-то это ваш жизненный путь, траектория вашего жизненного пути. Наоборот, переложила, хотя, в принципе, по тузу жезлов это когда больше ясности наступает. Мы ведь спросили, чем дело кончится. Вот вы точно с чем-то определитесь. Причем так, с точкой. Будет как минимум один вопрос у вас решен. Чем сердце успокоится? Выпадает верховная жрица, и это та, которая все знает, та, которая как раз интеллект, интуиция. И когда... Что такое интеллект? Это как раз наше шестое чувство и прежний опыт. Но не тот опыт, который у нас еще болит или вызывает эмоции. Нет, это когда здоровое равнодушие. Просто мы не хотим повторить какую-то ошибку. Чем сердце успокоится? Вы о себе не будете много рассказывать. И это правда. Чем меньше знают, тем вы лучше спите. Конкретно. Вам могут как раз что-то рассказывать, мои дорогие. Но тогда тоже мы храним молчание. И где-то вот это молчание у кого-то из вас, это как медитация, может быть, какие-то духовные практики, у кого-то йога, или чем-то вы можете заинтересоваться. Если нам говорят, чем сердце успокоится, действительно успокоится. По сути дела, верховная жрица, та, которая все знает, и та, которая нет места эмоциям вообще ни разу. Тут сердце успокоится. Но есть какой-то и еще, выпала не случайно вот эта карта. Обратите внимание, нам показана дверь, и выходит монахиня.
Она вышла на звук плачущего младенца, на улице холод, дождь и снег. И, о, удивительно, в корзинке она нашла плачущего ребенка. И она замерла. Нам художник передает ее растерянность. Конечно, мы понимаем, скорее всего, она как человек верующий, добрый. Она заберет этого малыша из вот этой лужи снега и холода. Но как пойдет дальше ее судьба и судьба этого ребенка? Вы можете стоять на таком выборе, как вот двойка мечей. Что делать дальше? И вот она, двойка или мечей, или воздуха. Нас приглашает карта несколько задуматься, потому что мы ведь не знаем, что побудило женщину принять постриг в монахине. Может быть, она мечтала о личной жизни, о личном счастье. Может быть, она мечтала о семье и ребенке. Но что-то, видимо, в жизни ее пошло не так, в результате чего она уходит в монастырь или становится, как бы обет принимает монашеский. И вот теперь ей судьба дает то, о чем она мечтала. По сути, сбывается, может быть, ее мечта. Но это приходит каким-то совершенно более чем альтернативным путем. Когда она к этому не готова. Мои дорогие, у кого-то может быть подобная ситуация, и вы будете раздумывать, какой же вам выбор принять, как вот эта монахиня, которая растерялась на какой-то период времени. Заберет она себе. Будет ли сама воспитывать этого ребенка, или она отдаст приемным родителям? Исполнит она, может быть, свою мечту, или она так и будет лишь в последующем вспоминать и, может быть, сожалеть. Но она выберет тот образ жизни, который ей наиболее привычен. Для вас действительно какой-то сложный выбор, причем вот совершенно неожиданный может быть. Поэтому от того, какой вы выбор сделаете, будет зависеть, насколько сердце ваше успокоится. Третье главное событие. Личная жизнь, король кубков. Нам прекрасный русал показан. И, кстати, дверь открыта в грот. Ничто не мешает, но он сидит и ждет свою русалочку. И предается воспоминаниям, глядя на кубок. Сколько было прекрасных эмоций. Сколько было нежности, ласки, любви. Для кого-то из вас какая-то прежняя история любви. Или нам ведь не говорят конкретно по этой карте. Проходят иногда и наши близкие, все же кубковые карты двора говорят о родственниках или буквально вашем партнере по браку, или пусть брака нет, вы вместе проживаете, или могут говорить о какой-то прежней истории. Тогда нас могут накрывать какие-то сомнения, или мы можем предаваться воспоминаниям. Может быть, и есть какая-то тема, которую вам нужно решить, может быть, по части переезда. Чем дело кончится? Личная жизнь – это точно. Для вас в центре внимания также будет. Тут как и ваша самодостаточность, как ваша популярность, какой-то ваш прогресс по делам. Плюс какие-то высокодуховные цели, идеи. А для кого-то может быть и ребенок, мои дорогие. И плюс личная жизнь, то, что касается сферы чувств. И чем дело кончится, у вас будет выбор. У вас действительно еще одна карта, которая восьмерка жезлов, нам говорит о выборе. Причем время подумать будет, но не очень много. События жизни будут словно набирать темп. И вы будете выбирать, как бы ключей много. Но продумать нужно, какую дверь, каким ключом открыть. А нужно ли вообще какую-то дверь открывать? Может быть, она уже открыта. Но, в принципе, нет ничего невозможного. Но, опять же, какой-то выбор. И у каждого своя сфера жизни, не показывать. Но я так вижу, что это может быть с учетом короля кубков личная жизнь. Чем же сердце успокоится? Вы можете сказать кому-то нет. Может быть, вы уже прежде кому-то сказали нет. И здесь вас будет, ну, так интересовать, как человек живет без вас. Вот у кого-то будет интерес. Нам показан четверка мечей. Человек, который, по сути дела, это игра. Он создал такой образ слепого. Но если мы уберем вот эту трость, то совершенно очевидно, что человек хорошо сложен. Его плечи не сутулившись, как бы он идет, да, а плечи выпрямлены. Хорошо развит торс. И только если бы вот не было этой трости, как будто просто человек в солнцезащитных очках прогуливается мимо двери. И обратите внимание, его палка совершенно не направлена в сторону крыльца.
но он своим видом как будто должен кому-то продемонстрировать, что я здесь был. Или сделать это так, что невзначай. Я здесь случайно оказался. Вы знаете, вы, мои дорогие водолеи, будете какую-то свою игру вести в личной жизни. И, может быть, кто-то будет только демонстрировать себя, примеривать на себя какие-то отношения, или примерять точнее, анализировать прошлые какие-то отношения. Может быть, у кого-то и новые знакомства. Может быть, это тот человек, с которым вы недавно только познакомились. И тут рано делать еще какие-то планы строить прогрессивные. Здесь нужно, правда, присмотреться. Но вас что-то может очень или кто-то заинтересовать. И вы можете, кстати, понимать, что человек может быть достаточно сложен, или, может быть, это знакомство происходит на работе, предположим, да, и вам понравится, или вы предположите, что вы понравились тоже, на вас обратили внимание тот человек, как, может быть, и руководитель, у кого-то так. И вы будете наводить справки, в каком социальном статусе находится человек, или в личном статусе. И как-то нужно провзаимодействовать очень аккуратно. Вот и вы тогда будете склонны к какой-то игре, что-то продемонстрировать. Но с таким вариантом, что я в любой момент могу уйти назад. Вот интересно, что же это такое? Давайте мы спросим совет от карт. Вот по третьей позиции. А нам говорят, вот Паш Кубков, ты здесь... Не строй больших планов. Нам показан человек, который с лозой, а по сути это какая-то рогатина, ищет воду. Ну, может быть, это когда-то там так и искали. И то, не только таким способом. Но, согласитесь, это новая колода, и она сделана в наши дни. И в наше теперешнее современное время ты еще 1000 способов, чтобы найти воду. А здесь человек попросту убивает время. Он сам не знает, куда он идет и чем он занят. Вот это нам хотел продемонстрировать художник. Так вот, знаете, какую-то игру вы можете затеять конкретно, но где-то будьте внимательны, чтобы, с одной стороны, не переиграть и не быть втянутым в какую-то другую игру, чтобы потом какой-то еще опыт себе как итог подводить. А как раз посмотреть, насколько правдоподобна какая-то история, насколько она может быть продолжена, чем дело кончится. Вот эти ключи можно подобрать, можно реализовать ваш проект. Или, если мы про личную жизнь, то насколько может быть, есть желание, человек интересен, а насколько это правдоподобная история, и будет ли она в реальной жизни продолжаться. Одним словом, будьте реалистами, нам об этом говорит карта. Вот такие совсем для меня неожиданный расклад. И я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Я надеюсь, не для всех, конечно, такие совершенно как 3 разные вехи будут проигрываться. И причем все важно. И личная жизнь важна, и какие-то достижения, и популярность, и где-то это и деньги, и признание ваших заслуг. И какая-то прежняя история, когда тоже надо вроде как поставить точки. Словом, буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.